Добрый день, дорогие скорпионы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на эту весну 2025 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее. Я буду рассказывать про март, апрель и май 2025. Ребят, это весна действий, и я надеюсь, название видео говорит само за себя. Да, это не зима эмоций ни разу. То есть все наши эмоции, которые случились с нами за эту зиму, я вот прям вот так вот сходу, с экономией большого, гигантского отрезка времени говорю, что нужно пускать в действие. Я думаю, собственно, вы, дорогие, и так это понимаете. Неважно, первой вы декады Скорпион, второй или третий. Да, ребята, это гороскоп по декадный. Первая декада Скорпионов – это те, кто родился в октябре. Вторая декада Скорпионов, кто родился с 1 по 10 ноября. И третья декада Скорпионов, кто родился с 11 ноября и до знака зодиака Стрелец. Ну что, ребята, готовы? Присаживайтесь, давайте будем планировать это время. На самом-то деле очень мощный период жизни для вас. Буду, конечно же, забегать вперед. Не могу не забегать вперед для того, чтобы характеризовать те события, которые случатся еще летом. Я так чуточку, не сильно, но все-таки придется. Ну что, ребят, вот мы с вами уже на календаре 3 марта. Вчера буквально началась у нас ретроградная Венера. Ретроградная Венера у нас в Овне, естественно. Очень интересно будет этот момент для Скорпионов, в том числе в личной жизни, в том числе. Ретроградная Венера у нас со 2 марта по 13 апреля 2025 года. Да, ребят, вот мы просто понимаем, как мы на 6 недель попадаем в обстоятельства, когда мы будем отвечать себе на вопрос нравится, не нравится, хочу, не хочу, люблю, не люблю, надоело, не надоело. Венера в Овне очень агрессивная, очень импульсивная. И здесь, конечно же, завоевав какую-то свою крепость, нам захочется отступить, сказать, что больше нам не хочется, что где-то мы устали, потерять такую хватку. Но все-таки этот момент времени ответить себе на важные вопросы. Нравится, не нравится мне мои отношения. Нравится, не нравится мне уровень доходов, финансов. Это я сейчас ко всем скорпионам говорю. Сейчас вот так вот расскажу вот про март и как для каждой декады скорпионов будет влиять отдельно вот это вот каждое событие. Да? Потому что в марте у нас, ребята, событий просто предостаточно. Особенно если вы смотрели годовые прогнозы и кармический гороскоп на 25-26 год, вы понимаете, о чем я говорю, да? Поэтому март и первая половина апреля очень хороший момент времени, чтобы честно себе ответить, по каким сферам вашей жизни вам нравится или не нравится. Любовь, отношения, уровень достатка, финансов, работа в том числе, внешний вид, красота. Но я не призываю что-то менять в своей красоте кардинально и с помощью хирургического пути, потому что очень захочется. Венера в Овне – это когда нам хочется просто вот прям лечь под нож и сказать, что хотите делать, только хочу быть, обрести красоту. Опасное время. Опасное время. Не советую. Только по личным транзитам советую делать эти рекомендации. По общим гороскопам никогда в жизни не допускайте в своей жизни эту ошибку. Понятно, да, ребят? Потому что я рассказываю гороскоп сейчас общий для всех скорпионов, понимаете, да, кто родился вот за целый месяц. Но у каждого отдельного скорпиона разного возраста, разного места рождения и времени рождения совершенно другой гороскоп. Даже близнецы рождаются с разным гороскопом в 5, 10, 15, а то и 20 минут. И это абсолютно такая нормальная история. Поэтому везде нужно смотреть личные натальные карты. Поэтому если у вас свой персональный вопрос, оставляйте в комментариях под этим видео. Обязательно указывайте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, чтобы я на него ответила. Потому что здесь у меня общий гороскоп показывает мне астропроцессор, а ваш личный я уже буду отвечать на основе ваших данных. И да, у нас 1,5 месяца этой весной, мы честно себе отвечаем на вопрос, нравится нам или не нравится. Хотим ли мы так продолжать жить или не хотим. Вот если будем максимально честными, тогда будет хорошо. Конечно же, все те скорпионы, кто ответит себе максимально честно, вам автоматически станет страшно. Да, у нас, смотрите, ретроградная Венера со 2 марта.
С 14 марта у нас запускается коридор затмения. Начинается с лунного затмения в Деве 14 марта. Коридор затмений заканчивается 29 марта с новолунием, с солнечным затмением в Овне. То есть, когда мы будем максимально дерзкими, когда мы будем максимально раздраженными, уставшими, эмоционально уставшими. Да? И с 15 марта, то есть сразу после коридора затмений, с 15 марта запускается ретроградный Меркурий. Ну, то есть и счастье вообще и блага. То есть нам уже жизнь начинает, вот этот момент, когда мы начинаем цепляться до партнеров, до своих финансов, до своего внешнего вида, до своего уровня жизни, для своего жилья, дома, недвижимости в том числе, до своего уровня комфорта, потому что Венера это комфорт, да? Он у всех разный. И то есть каждый будет цепляться до своего. Весна же все-таки пришла, да? Еще у нас весеннее равноденствие, да? Когда нам хочется, конечно же, запускается новый астрономический год, когда мы максимально хотим создать себе такой новый план, а мы-то и думаем, почему у нас каждую весну такой какой-то подъем очень мощный, очень сильный. Новый астрономический год запускается, очень много сил. Да, в конце месяца марта у нас заканчивается коридор затмений, новолунием в Овне. Плюсом у нас под эту историю Лилит меняет знак, переходит из Весов в Скорпиона, просто вот до конца 2025 года Лилит будет медленно и плавно проходить и отстреливать солнышко каждого отдельного скорпиона. То есть каждый вот она будет проходить и где-то недельки на 3 задевать каждое солнышко в каждом градусе. Чувствуете настроение, которое будет у всех, да, такое. И это всегда такой максимально честный страх, страх осознания. Вот те, кто примут в течение марта месяца вот решение менять что-то в своей жизни, будь это что-то в отношениях изменить, что-то в своих финансах, карьере, в уровне жизни, комфорте, да, вам станет максимально страшно, что это же теперь все делать надо. А с чего начинать? Что делать? Куда двигаться? Это же страшно. И начнутся вот эти качели. Да я не смогу. Ребят, скажу вам сразу, сможете. Если приходит вот такое сознание, оно, конечно же, на самом деле нужно идти только вперед, нужно менять, не идти в разрушение. Все те, кто скажут, да я вообще, меня все устраивает, у меня все классно, у меня все нормально, на самом деле тихие и спокойные не будут. Просто будет такое внутреннее идти недовольство. И, естественно, на кого мы выплескиваем недовольство? На своих вторых половинок, на близких, на родных. И мы будем ругаться с близким окружением. То есть вот если мы смолодушничаем, да, по истечению этого марта, у нас будет такое настроение, что мы, вот нам все нравится, но мы недовольны. И это ощущение недовольства будет до тех пор, пока не разрушатся все отношения. И скажу вам еще, и ретроградный Меркурий-то у нас будет в Овне. А ретроградный Меркурий в Овне – это когда мы ругаемся, когда мы доказываем, когда мы с пеной у рта доказываем, что все неправы. Ну, как истинный Овен. Вот уперся головой, да, все неправы, я прав и готов просто ругаться до последних сил, до последней крови. То есть это вот такая эмоция. И в конце марта, конечно же, у нас 29-30 марта с новолунием, когда у нас Луна самая слабая, естественно, да, новолуние в Овне, у нас и ретроградный Меркурий, и ретроградная Венера перейдут уже обратно в Рыбы. Это такой будет очень эмоциональный период, будет длиться до середины апреля. И вот здесь, вот смотрите, у каждого скорпиона, каждой декады, да, будет настроение разное, потому что скорпионы, вот если забегая вперед, первой декады, то у вас на эту весну такой большой и мощный план противостояния. У вас сейчас квадрат Плутона активно действует, квадрат Плутона, когда вы готовы идти вперед, пробивать стены, менять обстоятельства, двигать все финансовые истории, которые вам не нравятся, а они будут очень сложные, они будут очень тяжелые, они будут очень напряженные. И
вот этот квадрат Плутона не пришел для того, чтобы разрушить вашу жизнь. Плутон, ну да, вот знаете, что ваш управитель — это планета, которая однозначно учит становиться сильнее. Сильнее обстоятельств, сильнее своей лени, сильнее своих таких тайных, скрытых качеств, которые вы прячете даже от себя. То есть не хотите признавать, что вы вот такой амбициозный, что вы такой бизнесмен, что вы такой сильный, что вы такой мощный. Однозначно, эта весна для вас, дорогие скорпионы, первой декады будет такой мощной, трансформационной. Это правда факт. Но здесь необходимо действовать, здесь необходимо делать. И да, март, конечно же, даст максимальное недовольство своей жизнью для скорпионов первой декады. И вот здесь главное, вот первая половина апреля не уйти вот в эту депрессивную историю ворчания, в депрессивную историю провалиться в свои эмоции. Да? Здесь главное понять, что да, если где-то не смогли, где-то не вытянули, но оставаться на плаву своих эмоций. Потому что дальше у нас буду рассказывать про другой период, который очень сильный, да? Но сначала договорю про каждую декаду. Да? Здесь необходимо как раз-таки эти эмоции в себе четко разобрать. Все, что накопилось, все, что не понимаете, я всегда говорю, вот берите листик и прям вот записывайте себе честно, как есть. Можно со слезами, можно с эмоциями, можно с претензиями. Потом будете перечитывать и сами себе удивляться, неужели это все было в вас. Это нормально. Но здесь главное честность, потому что если вы поймаете себя на той самой честности, дела будут двигаться гораздо быстрее, чем вы этого хотите, деньги будут зарабатываться гораздо быстрее, чем вы хотите, и не будет на это уходить столько сил, сколько вас пугает, например, это вот сейчас в самом начале марта. Да? Конечно же, скорпионы второй декады. Но, ребят, скажу, что у вас сейчас такой был мощный, хороший, продуктивный момент. То есть, если вы вот в эту зиму, которая была для вас очень продуктивная, здесь Сатурн катился по второй декаде скорпионов, делал прекрасный трин, когда хотелось и недвижимостью завести, да, то есть и кто-то женился, это очень хорошо, да, кто-то создал семью, кто-то устроился на работу, кто-то начал поднимать свой социальный статус, профессионализм, раскачивать. Вот если вы зимой это сделали, то это очень даже хорошо. Вот если вы зимой этого не сделали, да, то, скорее всего, у вас есть вот такая буря эмоций нереализованности. Не надо вот так вот делать, да, нужно максимально честно себе сейчас сказать, почему. Почему не сделали? Если не делали, то нужно начинать делать сейчас, да, потому что было такое состояние, что, возможно, достоин, недостоин. Нужно реализовываться, ребят. То есть социальный статус, движение вперед, активность, поднятие своего социального уровня, то есть с помощью труда, мудрости, действий будет получаться именно развитие и расширение. И я вам скажу, что с лета 2025 года еще и Юпитер войдет в знак Рака и будет очень удачно идти по второй декаде Рака и делать прекрасный трин к вашему Солнцу, да, дорогие скорпионы второй декады, поэтому здесь нужно прям вот обязательно к этому моменту как раз таки вот все возможности к этому сделать. То есть если у вас была амбиция обрестись новой недвижимостью, но у вас не получилось, то у вас летом получится этот вопрос закрыть. Что нужно делать сейчас? Продолжать трудиться, не унывать и не сдаваться. Просто, возможно, необходимо фокус куда-то сменить, да, понять, что где-то вы, возможно, есть что-то другое, что вам хочется. Если же это отношения, любовь, и вы понимаете, что что-то в ваших отношениях не то, честно себе ответьте и скажите, что не то. Поговорите с партнером, потому что здесь нет безнадежных таких ситуаций. Естественно, если не присутствуют личные транзиты, да, ребят, про личный транзит я уже говорила, да, но нет такой ситуации, которая бы сейчас вот так вот вас вышибала бы из состояния. Сейчас будет такой небольшой такой период затишья этой весной, но это говорит о том, что нужно просто действовать планомерно, то есть не утопать в эмоциях, не расслабляться, но принимать усилия. Не такие, возможно, очень сильные, которые вы делали раньше,
но придет лето, и нужно будет ускориться, сделать еще сильнее. Поэтому сейчас нужно вот так вот, я бы сказала, выстроить свой план, понять, что вы хотите. Если же вы захотите переехать, сменить место жительства, это тоже для вас очень хорошая история. Я про это говорю, что можно сменить место жительства и приобрести, например, недвижимость в более удачном районе города, благополучном, то есть там, который будет цениться выше. То есть посмотрите этот момент для того, чтобы в социальном статусе подняться. То есть это такая история роста. Да? Не надо мне говорить, что сейчас в мире в нашем творится с недвижимостью очень сложные ситуации. Ребят, творится и творится. У нас постоянно что-то случается, как-то происходит, и что теперь не жить? Мы сейчас живем в этот момент времени, и если вам хочется, делайте. По крайней мере, транзиты у вас на это есть, необходимо двигаться вперед. Ну, то есть вот такая история. Ну и, конечно же, скорпионы, третья декада. Ребят, если вы до сих пор не работаете в новом, не развиваетесь, не идете вперед, не строите бизнес, не зарабатываете деньги, тогда, конечно же, вас будет штормить не просто в марте, но и когда мы будем подходить к апрелю, будет штормить тоже сильно. Да? Поэтому здесь, конечно же, очень было бы хорошо понять в этом марте, что же вы хотите. Однозначно Уран, который идет по третьей декаде Тельцов, делает оппозицию к Солнцу Скорпионов третьей декады, поэтому здесь, как раньше, уже не будет нужно идти вперед в новое, развиваться, учиться, делать то, что раньше не делали, обязательно переключаться на свое будущее, думать о будущем, построить себе план, что вы хотите, чтобы было в вашем будущем. У многих меняется окружение, у многих разрушается старый уклад жизни, но при этом, если вы очень классно взаимодействуете со своим управителем Плутоном, то есть если вы сейчас при вот этом всем разрушающемся мире, да, своем, при этом зарабатываете деньги, идете вперед, строите, договариваетесь, тогда у вас все будет очень даже хорошо. И тогда те события, которые грядут нам ко всем в апреле, будут сложиться для вас, скорпионы третьей декады, очень даже хорошо, с большой такой мощной пометкой больших денег, тех самых денег, в которых вы идете. Да, ребят, скажу, что у нас с того момента, как заканчивается ретроградная Венера, она заканчивается у нас 13 апреля, когда мы максимально перестанем быть недовольны. Можно еще, конечно, несколько денечков накинуть, но там времени на это не будет. Я не буду в апреле и в мае говорить вам про какие-то очень сильные новолуния и полнолуния, потому что те аспекты, которые у нас будут, скажу, что они будут гораздо сильнее, чем новолуние и полнолуние. И сильнее новолуние и полнолуние, чем в марте, у нас этой весной не будет, поэтому я считаю, здесь не о чем говорить, сотрясать просто воздух. Да? Один из очень мощных аспектов, который у нас будет, это Марс-Плутон. Вспоминаем события, которые случались с нами осенью 2024 года. Мы месяц с вами жили на аспекте Марс в оппозиции с Плутоном. Это аспект очень сильный и мощный. Про что? Марс-Плутон – это аспект боевиков, это аспект больших денег, это аспект силы. Ну, не просто так у нас была осень силы, да, но сейчас, ребята, у нас весна действий. Считаю, однозначно нужно пустить все эти эмоции, нереализованные мысли в действие, да. И здесь должна быть именно такая реализация с точки зрения себя, своих денег, бизнеса, своих амбиций, не с точки зрения разрушения. Поэтому здесь, если кто помнит, у нас осенью главы важнейших стран как бы так это невзначай сказали, что можно вот так ядерными отношениями спокойно хвастаться, гордиться и применять. Да? Так вот, события вот в этом апреле, вторая половина, будут такие достаточно очень сложные. Я, конечно, надеюсь на благоразумие, да, людей, на благоразумие правителей. И все-таки, дорогие скорпионы, если говорить точно про вас, для вас это аспект силы, очень большой, мощной силы, потому что два ваших управителя в противостоянии находятся. Марс и Плутон, ребят, это ваши управители. И здесь необходимо вот эту силу пустить в действие, пустить в деньгозарабатывание, для того, чтобы обрести такой мощный капитал связей, влиятельных знакомых,
Да, почему нет? Здесь именно про то, чтобы как раз-таки развиваться, идти вперед. С 13 апреля по 12 мая будет эта оппозиция работать, но самый точный и мощный ее вот аспект будет, точная оппозиция будет с 21 апреля по 28. То есть вот эта неделька. С 21 по 28 апреля у нас Марс будет в точной оппозиции Плутона. Естественно, здесь подключается еще и оппозиция Лилит с Солнцем. И вот эти вот все 4 мероприятия создают большую конфигурацию, называется большой квадрат или большой крест. Это аспект, когда в глобальном плане всегда что-то случается. Это обычно конфигурация точки невозврата, больших глобальных и мощных событий, поэтому здесь, дорогие скорпионы всех декад, постарайтесь не находиться ни в каких глобальных местах, мероприятиях, заварушек, чтобы не пострадать в этот момент. Постарайтесь в этот момент заниматься собой, своей жизнью, меньше эмоционировать, потому что эмоции вот в этой конфигурации это вот прям лишнее. Это прям очень сильно лишнее. Это, естественно, раз здесь замешана Лилит, это когда нам очень страшно. Постарайтесь трезво, реально оценивать ситуацию. У кого-то может возникнуть история с финансами, у кого-то резко вверх, у кого-то резко вниз. Поэтому я вам и говорю, что заранее до этого момента необходимо посмотреть свои финансы, необходимо посмотреть всю свою жизнь и постелить себе соломку, я бы это так сказала. Да? Здесь необходимо в своих отношениях разобраться, чтобы не остаться ни с чем, потому что у нас период ретроградной Венеры, а потом у нас Марс-Плутон. Марс-Плутон – это всегда, когда мы в противостоянии, в ссорах и в скандалах портим отношения. И только сильный человек с большим самообладанием может удержать эти отношения. Поэтому постарайтесь быть дипломатами в этот момент времени. Апрель вообще требует от нас большой дипломатии. Я бы так сказала, у нас и март от нас требует дипломатии, но март этот настолько эмоциональный месяц, что дипломатами быть в принципе сложно. А вот в апреле от нас, дорогие скорпионы, неважно какой вы декады, требует абсолютной, точной, стопроцентной дипломатии, взвешивания рисков, если особенно вы работаете с большими деньгами, если вы большие обороты пропускаете через себя, да, вот здесь понимаете, даже если вы бухгалтер, простой бухгалтер в какой-то фирме, да, ребят, вы можете своих средств не иметь, но большой объем непросчитанных наличных и неналичных средств может через вас проходить, поэтому здесь будьте, пожалуйста, аккуратны, потому что после периода ретроградного Меркурия мы всегда, как правило, невнимательны. А ретро-Мерк у нас заканчивает движение в рыбах, а это, скажу вам, так себе внимательный знак. Ну, то есть это больше интуит и эмоциональный знак, да, поэтому здесь подключайте свою, конечно, интуицию, если вы понимаете, что где-то вы можете быть невнимательны, да, поэтому на апрель вот от нас требует сильных действий, контроля, вот таких, проявления таких мужских качеств, да, умение держать ситуацию под контролем, быть внимательны и ни в коем случае не давать волю эмоций. Если мы дадим себе эмоции во второй половине апреля, май будет сложный, ребят, потому что у нас мы все идем вперед, и у нас, конечно же, с 4 мая у нас на небе ретроградный Плутон. История обычная, ребят, до октября, до ваших дней рождения у нас Плутон всегда в ретроградном движении, он с мая начинает, и до октября, до день рождения Скорпионе он всегда в ретроградном движении, потом там в середине октября разворачивается и как раз таки к 20 числам начинает корректно работать, да? Поэтому здесь история того, что у нас полгода будет на то, чтобы сделать работу над ошибками своих действий. Но зачем делать работу над ошибками своих действий, когда можно ошибки не допускать? То есть старайтесь быть продуктивные, активные. Конечно, скажу, да, ребят, что максимально страшно будет, конечно же, в этом апреле Скорпионам
первой декады? Просто потому, что здесь Лилит, ребят, здесь Лилит, и здесь такое настроение, когда на самом-то деле вот это вот долго будет держаться у нас целый месяц. Будет вот эта большая конфигурация Марс, Плутон и Лилит, когда требуется вот это вот держать свои страхи под контролем, то есть не делать резких движений. Нельзя в этих конфигурациях делать резких движений, поэтому здесь запасайтесь терпением. Здесь еще подключается у нас Меркурий, который находится в Овне, когда захочется начать ругаться, поэтому здесь скорпионы первой декады, не ругайтесь, не портите отношения. Знаю, захочется очень сильно сказать, что все неправы, все негодяи, несправедливы, и вот это вот все. Я знаю, ребята, нет. Вырабатываем силу, стойкость духа, не прогибаемся под обстоятельства, идем вперед и только так. Скорпионы второй декады. У вас, конечно же, будет немножко все скромнее. Все немножко скромнее. Здесь вы скажете, ну, хвала, что у нас вот будет скромнее, потому что все, что я услышала, мне вообще как бы не нравится. Я от этого хочу отойти. Ребят, не получится от этого отойти, потому что все-таки у нас тут действие планеты аспектов тоже есть. И если же вот у вас вы проживали, я так скажу, моменты, вот вспомните себя в прошлом году, вот год назад, в прошлую зиму, какие были в вашей жизни такие моменты недовольства, чем вы были максимально недовольны, вас накаляло это, вы прям от этого злились, вы не могли изменить эту ситуацию. Так вот, скажу вам, что летом и осенью 2025 года будет очень сильный момент, а я знаю какой это момент, это поднятие социального статуса, это профессиональная сфера, это уровень финансов и вообще вот то самое общественное мнение, которое вы хотите, чтобы вас ценили, чтобы с вами считались, чтобы вас не просто вот так вот хвалили, да, но чтобы вот еще было такое вот к вам одобрение и это поднятие социального статуса в том числе. Ребят, но никто за вас это не сделает. То есть у вас сейчас работа, прежде всего, внутренняя, большая, мощная над собой. Но когда придет лето и осень 2025 года, вам станет максимально страшно идти в профессиональное развитие. Вы скажете, да как-то же вот скромненько же мне хочется, можно же вот и сейчас. Ребят, ну не захочется. Правда, смолодушничаете, скажете себе, что я вот как-то вот не хочу, это же надо что-то делать, да, это же надо развиваться, это же надо как-то вот выпячивать себя, свое такое эго, всем себя показывать, развиваться, учиться интеллектуально, обучаться дополнительно, вот куда-то вот ездить, наращивать капитал связи, возможно, даже переехать придется, это же все делать надо. И вот если смолодушничаете, начнете тогда ругаться с близкими, с окружениями, ворчать, быть недовольными. Не надо так. Идите в свое развитие, Скорпионы второй декады. Ну вам туда надо, ну точно надо, однозначно надо. И тогда все будет хорошо. Скорпионы третьей декады. Конечно же, апрель требует от вас очень сильных, мощных действий. Я скажу вам и апрель, и даже май, забегая вперед, потому что здесь и Плутон делает прекрасный аспект вашему Солнцу, когда необходимо просто много зарабатывать денег, пробиваться, идти вперед, делать то, что хочется, строить бизнес. Но как раньше не получится, нужно по-новому. Если же будете на этом аспекте докапываться до близких, ругаться и говорить, что вот вы меня не понимаете, ну так расскажите. Вас с удовольствием все поймут, если вы расскажете, и я думаю, вас поймут. Конечно же, окружение всегда не понимает и не может здраво, трезво оценить какие-то эфемерные мысли, но вы расскажите, почему вы хотите, для того, чтобы не потерять свое окружение, потому что Уран все-таки до 7 июля будет делать оппозицию к Солнцам Скорпионов третьей декады, поэтому, ребят, здесь максимально может ваше окружение вас покинуть. Ну вам же эти люди дорогие и близкие. Ну так сохраните все свое окружение и идите вперед вместе, потому что главная валюта в новом мире, куда мы все идем, это не деньги, ребят, это люди. Люди это то самое, на чем будет держаться этот большой зеленый шарик. Да?
И люди, доверие людей, понимание, принятие и забота, несмотря на то, что мы все станем такими креативными, мы станем все такими интересными и свободными, все-таки мы станем. Но не пытайтесь, скорпионы, третьей декады на своем желании освободиться от вот этого невежества, освободиться от всего старого. Не разрушайте свою жизнь и не теряйте связь с теми людьми, кто вам дорог и кому дороги вы, кто вас поистине ценит, любит, понимает и заботится о вас в трудные моменты вашей жизни. Цените это, потому что сила в людях. Деньги, статус, вот это вот оно все вот пришло и ушло, и заново пришло, только захоти. А люди – это тот момент, в который необходимо вкладывать душу. И вы прекрасно знаете, дорогие скорпионы, каким трудом с нами остаются люди, которые очень много времени, вот такие верные, честные, настойчивые, по-своему сложные, такие же, как и мы, да, но это все наш эмоциональный труд, эмоциональный интеллект. И да, тогда скажу, что май будет совершенно классным и продуктивным. Да, 4 мая, это я сейчас всем скорпионам говорю, у нас разворачивается Плутон. Главный управитель идет в ретроградном движении, но здесь не говорится о том, что мы будем подвисать все эти полгода, вообще нет, 5 месяцев. Это говорит о том, что можно планомерно, стабильно работать, достигать своих целей медленно, но верно. И да, 25.05.2025 у нас Сатурн выходит из знака зодиака Рыбы и заходит в Овна. То есть мы здесь все станем еще активнее, еще амбициознее, еще продуктивнее, более дерзкими. И да, конечно же, эту историю оценивают как раз-таки скорпионы третьей декады. И, ребят, поэтому я вам еще раз говорю, цените отношения, которые есть у вас. Если что-то вам в них не нравится, вносите в них что-то новое, нечто приятное, нечто интересное, но новое, чего у вас не было, на чего вы раньше не отваживались, потому что Уран – это тот компонент, который, что делает аспект оппозиции к вашему Солнцу. Это тот аспект, который хочется свободы, хочется яркости, креативности, выделения. Почему? Потому что в глубине души мы где-то там настолько одиноки, настолько одиноки. А почему одиноки? Боимся сказать, как нам хочется на самом деле. Да, и это самая большая сложность. Ребят, кстати, неделю назад чуть больше вышло от меня большое видео «Любовный гороскоп», и там вот эту историю очень сильно, мощно рассказала. В конце видео прикреплю, посмотрите. Кому интересно, у кого сейчас вопросы и проблемы в отношениях, это такая очень мощная грань и очень важная тема для скорпионов, потому что скорпион – это партнерский знак. И, ребята, здесь да. Скажу вам очень сильную, очень важную вещь сейчас для скорпионов всех декад. Май месяц будет месяцем для всех скорпионов как раз-таки возвращение той теплоты в отношениях, той любви в отношениях, тех самых контактов, связей, которые были в вашей жизни, и пусть они будут не беспорядочные, пусть они будут у скорпионов первой декады не для того, чтобы убежать из отношений и найти себе кого-то более надежного, более статусного, кто заработает мне больше. Нет, постарайтесь в своих отношениях, если вы сейчас находитесь в таком небольшой финансовой просадке, постарайтесь сами выйти на достойный финансовый доход, да, стать сильнее. И с партнером разговаривайте. Так ваша задача, чтобы еще и ваш партнер поднимался. То есть здесь такая очень мощная, важная история, потому что скорпион, если у него в паре человек, который не развивается, то есть такой не сильный, не мощный, скорпион-то, как правило, неинтересно, потому что скорпион любит с себе подобными по жизни идти, то есть с такими же сильными, с такими же заряженными. Здесь попытайтесь в своем партнере в этом мае найти внутреннюю вот эту силу. Скорпионы второй декады, не распыляйтесь на общественное мнение. Оно, конечно же, будет очень сильно влиять. Постарайтесь найти в себе то, что вот вам нравится. Я здесь про чувства, я здесь про эмоции, я здесь про то самое доверие, которое вы боитесь найти, да, от которого вы бежите, кому-то довериться, потому что скорпионы второй декады – это сложные скорпионы, да, которые это самые тяжелые скорпионы из всех скорпионов. То есть скорпионы
первой декады, они полегче, скорпионы третьей декады, они тоже полегче, ребят. Там в третьей декаде уже стрельцом фонит, да, который повеселее, а в первой декаде весы, да, которые вот хотят стремиться, идти вперед и развиваться. А скорпионы-то второй декады, где управитель-то основной Плутон, Плутон и Плутоном погоняет. Поэтому это самая сложная декада скорпионов, которые сложнее всего развиваться в любви, в отношениях, куда вы не идете. Это сфера, где вы очень категорично сжигаете мосты, рубите все канаты и говорите: я больше никогда, но при этом остаетесь вот в этом зыбком одиночестве, ребят. А так нельзя. Так нельзя. Идти нужно вперед, вы партнерский знак, нужно в этом развиваться. И скорпионы третьей декады, постарайтесь в этом мае не уходить во все тяжкие, во все вот эти вот «я хочу свободы», «я устала, я ухожу». К женщинам это, кстати, тоже относится, потому что когда женщины говорят «я устала, я ухожу», все, неважно, ни дети, ни отношения, ничего, ни все, что связывало, не то, что заземляло, вообще неважно. Поэтому здесь скорпионы третьей декады, постарайтесь, конечно же, поговорить со своим партнером и рассказать, почему вам хочется нового. И постарайтесь в своих отношениях внедрять новое для того, чтобы у вас стало получаться. И тогда будет получаться и в бизнесе в том числе. Да, дорогие скорпионы, вот так рассказала очень, не знаю, мощно, глобально. Кому-то понравится, кому-то нет, мы все разные, но история, с которой мы все будем бороться, как говорится, неважно, какая эмоция будет у каждого из нас, главное, что мы будем действовать. И действовать не с разрушающей силы, а для того, чтобы созидать, творить, спасать свою жизнь, спасать жизнь людей вокруг. Потому что истинная мощь и сила скорпиона – это в спасении. В спасении жизни сначала своей, потом своего партнера, своих близких. Потому что у вас вот такая очень мощная сила. Гигантская, феноменальная сила. Я даже не скажу, что у каких-то знаков зодиака есть примерно похожая сила. Ни у кого с точки зрения спасения. Поэтому не разрушайте, спасайте отношения, финансы, жизнь, свой комфорт, свое желание жить, и тогда все будет хорошо. Веснодействие, ребята, если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео, я постараюсь ответить, потому что с каждым видео комментариев все больше и больше, и времени у меня все меньше и меньше. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. По классике в конце актуальные ролики, если вы их еще не смотрели, посмотрите, примите верное решение, и пусть у вас все складывается продуктивно. Главное, не надо бояться. До конца 2025 года максимально честно и жестко выписываем все свои страхи и понимаем, а ведь правда же боимся. Потому что скорпион – это честолюбивый знак. Если вот сказал вот как есть, но страшно, значит докопается до сути, доковыряет. И это хорошо, это настоящее, истинная суть и смысл скорпиона. Ребят, спасибо, что досмотрели до конца, и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.